Привет, друзья! Сегодня у нас будет интересное, но не традиционное видео для нашего канала. Сегодня никакого мяса, никакой рыбы и никаких шашлыков. Сегодня мы готовим одну из моих любимых сладостей – чурчхел. Настоящую, нежную, вкусную чурчхелу мы с Анжеликой попробовали в Грузии, и с тех самых пор в Москве никогда не могли купить такой же настоящий натуральный продукт. Поэтому что лучше, чем приготовить его самому. Сегодня будем готовить из двух видов орехов. Грецкий орех, как грузины его называют, грузинский, и лесной орех – фундук. Для начала их нужно надеть на ниточки. Сделать это при помощи иголки и нитки. С одной стороны завязать узелок, с другой стороны оставить петельку. Давайте я вам покажу. Сами орехи надеваются на нитку. С этой стороны завязан узелок, чтобы они не сваливались. С этой стороны есть небольшая петелька, за которую можно будет подвешивать наш чурчхел. Занятие муторное, сложное. Я попросил сделать Анжелику. Давайте один раз покажу вам, как это делается. Берем нитку с иголкой, которая продета в финальную петлю, и аккуратно прокалываем орех в толстые его части. Продеваем через иголку, нанизывая на нитку. По итогу у вас получаются вот такие вот замечательные ореховые колбаски. Разумеется, не обязательно брать такой цельный отборный орех, можно делать и из колотого, просто форма получится не совсем такая ровная и аккуратная. Завязываем узелок. Несколько раз, чтобы оно не выскочило. Самая основная заготовка для чурчхелы у нас готова. Теперь нужно приготовить глазурь для нашей чурчхелы. Не знаю, как она правильно называется, у нее тоже есть свое название. Грубо говоря, это заварное тесто, приготовленное на основе сока, будь то виноградный или гранатовый, или любой другой на ваш вкус. Ну, конечно, я думаю, что с апельсиновым выйдет не совсем то, что нужно, но поэкспериментировать можно. Понятное дело, что осень – это сезон фруктов, ягод, и вы можете приготовить натуральный сок, но так как я хочу, чтобы получилось точно у каждого из вас, сегодня покажем, как это можно сделать из обычного магазинного сока. Будем готовить из расчета литр сока и половину выливаем в глубокую кастрюлю. А оставшуюся половину сока выливаем в 150 грамм муки. По желанию в сок можно добавить немного сахарного песка, если вы хотите делать чурчхелу немного послаще. А муку с соком аккуратно размешиваем при помощи венчика, чтобы получилось такое жидкое тесто без комочков. Растворяя муку предварительно в холодном соке, вы убережете себя от образования комочков потом, когда мы будем заваривать глазурь для нашей чурчхелы, потому что в горячем соке мука быстро сворачивается, образуя такие некрасивые неоднородные комочки, которые потом очень тяжело расходятся в основной массе. А так масса получится гладкой и однородной. Разогреваем гриль. Как только он нагреется, отправимся варить наше покрытие. Использую гриль исключительно для того, чтобы продолжить готовить на улице. Разумеется, можете приготовить на плите. Также выставляете средний нагрев, доводите все до кипения. Отлично. У меня все готово, уголь разогрелся, и мы можем идти нагревать сок. Отлично. Сок у нас закипел, и отправляем туда муку, разведенную оставшейся частью сока. И постоянно помешиваем. Снимаем с огня. Вот такая вот густая масса должна получиться. Перекладываем ее в отдельную кастрюльку, чтобы она не заветривалась, закрываем ее пленкой и дадим ей буквально чуть-чуть остыть. Она станет еще немного гуще. Даже если вы не планируете делать чурчхелу, то замешав орехи в эту смесь и дав ей полностью застыть, вы получите невероятно вкусную сладость – ленивую чурчхелу. Теперь наша задача этой массой покрыть орехи полностью. Берем нитку с нашими орехами и утапливаем ее в этой смеси. Лопаткой помогаем орехам полностью уйти в нее. Теперь аккуратно вытаскиваем. У нас получается
Вот такая узнаваемая многими традиционная чурчхела. Но это только первый слой, желательно покрыть 2 раза. У хорошей чурчхелы слой должен быть от 5 мм до 1 см. И сейчас оставим ее подвешенной, чтобы она немножко подсохла перед вторым опусканием. Если вы вешаете чурчхелу сушиться дома, то обязательно постелите что-то на пол или туда, куда может скапывать излишки покрытия. И давайте еще одну чурчхелу в этом соке сделаем с грецким орехом. Здесь колбаски получаются намного более объемными. Этот вид чурчхелы у нас готов. То же самое проделываем с гранатовым соком. Вот так легко, прекрасно и совершенно нетрудно можно приготовить домашнюю сладость. Что сейчас происходит? Мы оставляем их просушиться в хорошо проветриваемом месте примерно на 2-4 часа, чтобы основная корочка хорошенько подсхватилась. К ней уже не будут прилипать руки, вы сами почувствуете, она станет достаточно плотной. После этого перевешиваем в темное проветриваемое помещение, это может быть там подвал, чердак, не знаю, какая-нибудь темная комната, кладовка или что-нибудь в этом роде, чтобы не было очень жарко, излишне сухо. И оставляем так на неделю. Через неделю у вас получится потрясающая сладость. Я на 2-м этаже где-нибудь повешу у себя в доме. И на следующих выходных мы вам покажем потрясающий результат. Ну что, друзья, прошла неделя, наш чурчхела готова. Давайте разрежем каждую и посмотрим, что же получилось. Начнем с фундука. Здесь у нас гранатовая чурчхела и виноградная. Смотрите, какая. Достаточно упругая и полностью просохла. Давайте с грецким орехом. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии, за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Надеюсь, это видео было для вас не только полезным, но и вкусным. Спасибо.